Нарисуем вместе птичку, обитающую на морских просторах. Для этого вам понадобится небольшое количество материалов, которые можно приобрести в любом художественном магазине. Я рисую профессиональной акварелью, ее вы найдете там же. Вы увидите основные этапы создания акварельной работы. Обратите внимание, что их последовательность очень важна. На начальном этапе стоит уделить время компоновке. Это очень важный этап, так как на нем закладываются границы области объекта на листе. Его можно сравнить с фундаментом для несущей конструкции дома. Вот если мы допустим ошибку и неудачно закомпонуем объект в листе, общее ощущение дисгармонии от работы обязательно будут считываться зрителем. Вот поэтому на первых этапах не спешите. Уделяйте должное количество времени. Ограничение по времени выполнения работы будет вызывать у вас беспокойство. В свою очередь это приводит к нежеланию рисовать вообще. В понятие конструктивное построение входят знание пространственной композиции, навык использования теоретических знаний перспективного построения и анатомии. В целом работа ведется от общего к частному, с последовательным уточнением и проработкой деталей. Для тех, кто не владеет рисунком, в достаточной степени я прикреплю ссылку на файл с лайном, который поможет перенести рисунок на лист. Вы найдете его под видео. Когда подготовительный этап закончен, вы уверены в компоновке и построении, начинается другой этап — работа с цветом. Мне понравилась данная птица своим окрасом. Было интересно задача нарисовать светлые и темные фрагменты, не используя для этого белую и черную краску.
Чтобы передать глубину темной области оперения птицы, я смешала 3 цвета: перелин фиолетовый, иргазин желтый и голубой. В зависимости от того, какого цвета из выбранных 3 в смеси больше, будет меняться и получаемый оттенок. Например, в моем случае при смешении я больше использовала голубой цвет, поэтому оттенок получился более холодным. Для светлых участков я разбавляла краски большим количеством воды, нанося цвет постепенно слой за слоем, вырисовывая объем. Как вы уже заметили, я веду работу неспешно, слой за слоем, от светлых к темным. Таким образом мы как бы лепим объем. Написав темные и светлые участки, я перехожу к прорисовке наиболее насыщенных частей птички.
На данном этапе есть большой соблазн взять побольше яркой краски и оторваться по полной. Однако не торопитесь. Наносите слои постепенно. Такой подход убережет вас от большого количества ошибок. В конечном итоге мы рисуем для удовольствия, а не для того, чтобы удивить кого-то скоростью своей работы. Предлагаю вам посмотреть процесс рисования далее без моих комментариев. Мне осталось нарисовать яркие лапки птички и показать вам работу целиком.